Коробка приходит по почте. Санджавезе из Тосканы. Очень хочется попробовать их сразу все. Из него дымок вышел. Анисовое. Юпитеру больше не наливать. Привет! Это канал Таня and Wine. Меня зовут Таня, я живу в Южной Калифорнии и люблю поговорить про вино. На днях мне пришла новая коробка от сервиса Winebox, и значит самое время сделать обзор. Winebox – это вино по подписке. Система такая: ты платишь определенную сумму раз в несколько месяцев, и они тебе присылают коробку вот с вином. Winebox отличается от других сервисов тем, что он присылает не целыми бутылками, а маленькими пробничками по 100 мл. Такая вот коробочка достаточно компактная. Каждый раз это новая расцветка. В этот раз такая немножко осенняя тематика, оранжевая. Открываем. Здесь вот такая книжечка с описанием всех вин. 9 вот таких колбочек. Каждая из них вот 100 мл. Это стеклянные колбочки, и они достаточно хрупкие. Уже было проверено, что они бьются довольно легко, поэтому вот с собой такую колбочку в сумку, наверное, не стоит класть. Упакованы достаточно надежно, все проложено картоном, и они между собой никак не соприкасаются. И когда эта коробка приходит по почте, там лежит слой пенопласта, такие маленькие пенопластовые шарики. Это пришла уже третья моя коробка по подписке, если не считать новогодних выпусков. И все вина пока что были в целости и сохранности. Winebox представляет в основном европейские вина. И каждый раз это как будто новое путешествие в Европу, вот что сейчас в нынешнее время особенно актуально, когда с путешествиями, в общем-то, напряженка. Каждый выпуск Winebox имеет свою тему, и на этот раз Back to the Classics, возвращение к классике. Здесь у нас представлены такие классические сорта, с которых, в общем-то, началось виноделие, которые были, может быть, впоследствии вытеснены более модными, современными какими-то другими сортами или блендами. Здесь вот можно встретить, например, такую классику, как бургундское шардоне, санджавезе из Тосканы, пино гриджио из региона Венето. Мне, конечно, очень хочется попробовать их сразу все, но я попробую только 3. В этой коробке 4 белых вина Бордо. Это бленд Семильон и Савиньон Блан, пино гриджио, итальянское Венето, мое любимое бургундское шардоне. И, наконец, последнее, это просто Савиньон Блан из Апелласьона Турейн, Франция. Я их предварительно охладила, и поэтому можно пробовать, в принципе, любое. Я просто волевым усилием выберу пино гриджио. В этом вине нам обещают ароматы груши, цитрусовых, а также свежего яблока, цветочные ноты и немножко минеральности. Под это вино рекомендуют подавать овощные супы, зеленые салаты и бейглы с крем-чизом и огурцом. Здесь винтовая пробка, легко открутить и закрутить. Это 19-й год, поэтому вино довольно свежее, молодое. В нем какие-то даже остаточные пузырики. То есть, видимо, процесс брожения еще идет. Но в нем действительно есть такие цветочные ноты. Цитрусовые, возможно, груша. Да, очень прям хорошо. Ну что, вполне легкое такое освежающее пино гриджио. Во вкусе оно может быть менее интересное, чем в аромате. Довольно выраженная кислотность, яблоко там есть и минеральность есть. Пожалуй, поставлю ему 7 из 10, потому что оно все-таки немножко не дотягивает. Перейдем к розовому вину. Здесь будет намного все проще, потому что оно одно на всю коробку. Это Франция, Апелласьон Кот ди Лот. Вино называется Cause, и это тоже 2019 год, то есть это тоже довольно свежее вино. Это розовое вино, сделанное из сорта Мальбек. Я еще никогда не пробовала Мальбек в виде розе. Но вообще Мальбек это такой довольно насыщенный сорт. Вино из него чаще всего делается красное, и оно такое густое, очень характерное, яркое. Интересно, что из этого осталось в розовом. Здесь нам обещают ноты спелой клубники, красной вишни и специи, среди которых особенно выделяется анис. Анисовое. Глюшница водку делала. И вот в этом вине я наблюдаю ту же самую картину. Тоже такие вот небольшие пузырьки. Свежие совершенно. Аромат еще не пошел. Где анис?
выходят нотки каких-то специй. Вот не могу сказать точно, что это анис или нет, но что-то пряное в этом есть. В этом вине есть какая-то плотность, которая менее характерна для розовых вин, скорее для красных. Есть немного клубники. Про вишню не скажу. Мне кажется, немножечко недозрелое, и в нем какая-то водянистость присутствует. В принципе, от розового мальбека я, наверное, ожидала большего. Поставлю я этому вину, наверное, 6,5 из 10. Мне кажется, ему еще есть куда расти. Переходим к красным. Здесь их 4, как и белых. Неббиола из Пьемонта. Это сорт, из которого обычно делают вино Бароло, но здесь вот оно обозначено как просто Неббиола. И, может быть, это делает его менее дорогим. Гренаж из региона Кот-д'Юрон. Чаще всего этот сорт идет в классическом сочетании GSM, Гренаж Сира Мурведер, но здесь вот он чистый. Еще раз Италия, это тоже Пьемонт, и это Барбера. Ну, довольно тоже известный итальянский сорт. На этот раз в этом выпуске больше Италии. Тоскана, вот классическая Санджавезе. Тоже было не очень просто определиться, какой из этих вин я буду пробовать, но я решила остановиться на тосканском Санджавезе. Оно тоже 2019 года, тоже молодое, скорее всего, тоже вряд ли меня чем-то удивит. Само название Санджавезе на латыни звучит как Sanguis Jovis, что можно перевести как «кровь Юпитера». Юпитер — отец всех богов, а Санджавезе для Италии как прародитель, наверное, всех вин. Здесь традиционно красные ягоды, немножко припыленность. Поскольку в его названии есть кровь, то металлические нотки здесь тоже, по идее, должны присутствовать. Из него дымок вышел. Такой дух Юпитера. Здесь вот чувствуется такая терпкость какого-то очень молодого вина, недорогого вина. Что-то металлическое есть здесь. Под бродившие ягоды. Ну, честно скажу, аромат не благородный. Вот я недавно делала выпуск про вина в тетрапаках, и мне кажется, что это вино недалеко ушло от вот тех. В нем есть немножко ягодок разбавленных, немножечко такого несладкого варенья. Нет, вот оно, это вино совершенно как-то неинтересное. Возможно, оно под закуску какую-то, под мясо. Как вот простое столовое вино, оно может пойти. Закусывать надо. Этому вину я поставлю, наверное, 6 из 10, потому что нет, больше оно не заслуживает. Юпитеру больше не наливать. От этой коробки я ожидала большего. Все-таки классика должна быть классикой, а это какой-то неоромантизм. Ну, конечно, был романтизм. Закуска. Чем бы попрощаться, наверное, все-таки первым. Оно заслужило больше всего, и аромат у него самый яркий. Cheers!